Добрый день! Это видео о семейных традициях маленькой страны на берегу Адриатического моря. Приезжая в Черногорию с крохотным ребенком, знайте, любовь окружающих вам обеспечена. Малышка будет в центре внимания буквально везде – в кафе, на пляже, на улице и в море. В переполненном автобусе уступит место не только мамы с детьми постарше, но и милые девушки, которые едут на дискотеку. Ведь у вас на руках счастье. Местные жители и гости из соседних стран будут подходить, просить разрешения подержаться за ножку или ручку вашей малютки. И это немного странно, потому что у нас принято обращаться к самому малышу и пихать палец в маленький кулачок. У черногорцев семьи большие, дружные и гостеприимные. Свадьба начинается с того, как торжественная процессия во главе с женихом отправляется к дому невесты. Там ему предстоит выполнить испытание, откупиться деньгами и вином. Только потом выйдет нареченная. Ее приветствуют гудки от всех машин в округе. Дальше события развиваются примерно как в России. ЗАГС, гуляние, торжественный ужин. Местные в принципе предпочитают праздновать и отдыхать, но не работать. В стране существует негласный закон «палака-палака», что буквально означает «медленно-медленно». Никуда не торопись, человек приходит в этот мир уставшим, и ему нужен отдых. У меня было ощущение, что из разряженного воздуха России я попала в вязкую сметану, где все очень неторопливо. Будто сама воздушная масса сопротивляется скорости. Мужчины проводят время в барах, попивая пола-пола, вино, разбавленное пополам с водой, и курят крепкий табак. В отличие от других европейских стран, дымят здесь везде. Даже в автобусе рядом с грудничком. Сейчас запретили, а раньше курили внутри кафе. Идешь по улице мимо такого заведения, там огромные стекла, а за ними ничего не видно, потому что все в клубах дыма. Я как человек не курящий не могла сидеть в кафе, только на уличной веранде. Как-то раз было прохладно, и мы сели внутрь, но быстро убежали, потому как не только дышать трудно, но и глаза слезятся. Когда спрашиваешь у местных, почему они так много курят, отвечают «традиция». Меня удивляли щиты объявлений на улице. На них, как и ожидается, наклеено много маленьких бумажек. Но когда мы подошли, чтобы рассмотреть, оказалось, что почти все они о смерти и дате похорон. Это еще одна традиция. Дело в том, что на свадьбу могут прийти не все родственники, но на проводах в последний путь должны собраться все, в какой бы части света они ни находились. Говорят, что самый популярный черногорский сайт называется «Умрли». Трудолюбие у сильного пола не в почете. Совсем. Наши девушки, оказавшись замужем за черногорцем, после красивых и романтичных ухаживаний, не могут поверить, что все заботы сваливаются на них. В буквальном смысле – дом, хозяйство, ребенок и зарабатывание денег. Гражданство сразу не дают. Муж может побить, приревновав, выгнать, отобрать детей. Закон будет на его стороне. Черногория – шикарная земля на берегу Адриатики. Вся ее история – это война со всевозможными завоевателями. Поэтому в представителях сильного пола ценится мужество, храбрость и взаимопомощь. Раньше считалось, если защитник дожил до 30, то он плохо воевал, а потому не настоящий мужчина. В семьях, где рождались только девочки, одну назначали мальчиком. С детства она росла как парень, выполняя мужскую работу. Курила табак, пила ракию. Внушения не проходили даром. Нарушенная психика влияла на гормоны, и потому у некоторых даже отрастали усы и борода. Назывались такие воительницы вирджинами. Замуж их никто не брал, хотя ее саму и родителей очень уважали. Придя в этот мир девочками, но прожив жизнь мальчиками, в смерти они снова становились женщинами. Хоронить как мужчин было запрещено. Последняя вирджина Черногории умерла в 2016 году.
Последствием такой традиции стали частые аборты, когда на УЗИ становится известно, что ожидается девочка. И это при том, что черногорцы народ православный и набожный. В потрясающей красоте бока Которской бухты есть загадочное место. Раньше это был небольшой риф, пригодный лишь для рыбаков. Но потом, в 15 веке, там нашли икону. Да не простую, а такую, что излечила одного из тех, кто ее обнаружил. Решив, что это знак, жители ближайшего города Перест создали островок из камней и затопленных кораблей. Не то чтобы быстро, за 200 лет. Построили на нем церковь. Теперь ежегодно черногорцы приезжают на остров Госпа от Шкрпьела, что означает «Мадонна на рифе», привозят камни и ссыпают там, куда укажет священник. Это стало национальной традицией. Из чего же складывается счастье черногорской семьи? Из уважения, мужества и представления о женщине как ломовой лошади? Из любви к детям и набожности вперемешку с домостроем? Не знаю. Но выглядят они и правда счастливыми. Может, так пьянит коктейль из морского и горного воздуха? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание.